Гибель Михаила Евдокимова. Что было не так с автомобилем артиста? Согласно официально озвученной версии, причиной ДТП, в котором 7 августа 2005 года погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя его служебного автомобиля. Мерседес 500, в котором помимо любимого народом политика и артиста находились его жена и охранник, значительно превышая скорость, мчался по трассе Бийск-Барнаул, но перед поворотом на село Плешково водитель Иван Зуев начал совершать маневры, приведшие к непоправимым последствиям. Уходя от столкновения с другим автомобилем, он резко вывернул руль и, задев его по касательной, вылетел с трассы и врезался в дерево. Сразу же после трагедии друзья, общественники и политические соратники Евдокимова усомнились в случайности смертельного ДТП, поскольку популярная в народе фигура губернатора слишком сильно не устраивала местную элиту. Общественный деятель Аркадий Вольский, артисты Александр Михайлов и Владимир Винокур утверждали, что Евдокимов, отказывавшийся брать взятки за лоббирование чужих интересов, предчувствовал покушение. Эксперты, уверенные в подстроенном характере ДТП, обращали внимание на то, что всего за несколько дней до драматических событий руководство местного УВД лишило Евдокимова машин сопровождения, которые должны были охранять кортеж губернатора и расчищать ему дорогу. Впоследствии назначенный на должность исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Михаил Козлов назвал данное действие руководства УВД немотивированным и более того обмолвился, что оно чуть раньше распорядилось лишить Евдокимова и личных телохранителей. Обозреватель газеты «Известия» Сергей Тепляков предположил, что машины ГАИ не сопровождали Евдокимова по приказу местного начальника УВД Владимира Валькова, который обиделся на губернатора за то, что последний не заступился за него перед московским начальством, когда оно захотело снять его с должности. Находясь в постоянной атмосфере опасности, Михаил несколько раз обращался в УВД с требованием вернуть эскорт, но ничего не добился. Михаилу постоянно угрожали, задавая простой вопрос, не боится ли он за свою семью. После того, как он отказался от взятки в $50 миллионов, он понял, что его повсюду остерегает опасность. Михаил ломал систему, которая была годами налажена, рушил коррупционные схемы. Оставив первое лицо края без сопровождения, алтайская правящая элита установила за Евдокимовым слежку, возможно, охотясь за папкой, где хранились документы, доказывавшие, что бюджет края разворовывался с разрешения федеральной власти. О наличии этого досье говорил близкий друг Евдокимова, актер Александр Панкратов-Черный, который лично видел эти свидетельства, загадочным образом пропавшие после гибели губернатора. По данным Поливанова, в тот злополучный день Михаил Сергеевич должен был отправиться в рабочую поездку на личном автомобиле, однако в последний момент его заменили служебным «Мерседесом», по странному стечению обстоятельств, побывавшим накануне трагедии в автосервисе. По мнению публициста, именно в тот вечер на автомобиль был установлен радиодатчик, на который в определенный момент поступил сигнал о блокировке всех 4 колес, из-за чего в миг торможения машина Евдокимова пошла юзом, оставив за собой черный след от всех покрышек сразу. При помощи другого радиосигнала был осуществлен разрыв заднего правого колеса, который, по мнению немецких экспертов, произошел еще до того, как автомобиль съехал с трассы и ударился о дерево. Среди других странных обстоятельств, Поливанов отмечал наличие всего одного свидетеля происшествия, случившегося на довольно оживленной трассе. Кроме того, у него имелись сведения, что в момент автокатастрофы на месте события не работала мобильная связь, хотя всего в 300 метрах от него возвышается телефонная вышка. И, в заключение, публицист подвергает сомнению случайность появления на трассе водителя «Тойоты» Олега Щербинского, считая его одним из персонажей тщательно спланированного спектакля по устранению губернатора. Не проливает света на события и избивчивость компетентных органов, которые вначале никак не могли определиться с обстоятельствами происшествия, выдвигая версии, не выдерживающие никакой критики. Многие обозреватели полагают, что такая неразбериха связана с попыткой скрыть факт присутствия на месте аварии встречной машины. В Новосибирском управлении ГИБДД подтвердили информацию о том, что в первые дни после автокатастрофы на все посты области была спущена ориентировка о досмотре всех иномарок с алтайскими государственными регистрационными знаками в поисках предполагаемого виновника аварии.
Но позже, неизвестно по какой причине, из материалов следствия исчезло всякое упоминание о машине со встречной полосы. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Поделись роликом, оставь комментарий. Давайте вместе распространим данную версию событий.